Всем привет! С вами фетроманьяк Елена. В этом видео я покажу особенности создания кукольных волос из тонкой пряжи. Для куколки Даши я использовала пряжу Ирис. Она состоит из 100% хлопка. У меня она в таком небольшом моточке. Толщина нити довольно-таки тонкая. Давайте сравним ее с пихоркой, из которой я делала более объемные волосы Дашам и гривы коням. Толщина двух образцов очень сильно отличается, и соответственно размеры узелков тоже. Есть вероятность того, что маленький узелок может выскочить во время расчесывания, если его оставить в таком виде. Поэтому я решила завязывать ниточки по 2 сразу в один узел. Во-первых, так мы получим более крупный узелок, который точно не выскочит из укрепленного фетра. Во-вторых, значительно сэкономим время, потраченное на завязывание нитей. Фиксировать прядь на голове будем так. Каждый хвостик протягиваем отдельно через 4 разных прокола, а узелок размещаем по центру между ними. С лицевой стороны волосы выглядят привычным образом. На обратной стороне картина такая. На задней части головы я делаю волосы редкими, чтобы не перегружать шею куколки. Крайние пряди располагаются на расстоянии 4 мм от среза, чтобы узелки не мешали в дальнейшем при сшивании куколки. Можно сместить узелок подальше от края, потянув за пару дальних волосков. Вот так это будет выглядеть с изнаночной стороны. Узелок сместился вправо. На передней заготовке волосы более густые, и узелки расположены у самого края. И когда мы складываем обе половинки куколки вместе, то они виднеются между слоями фетра. Поэтому на передней заготовке тоже нужно немножко оттянуть узелки от края. Это позволит без проблем соединить детали друг с другом обметочным швом, который надежно удерживает края фетра и скрывает наши узелки. Напишите в комментариях, какую пряжу вы используете для создания подобных причесок. Публикуйте фотографии ваших куклят в группе Фетроманьяк ВКонтакте или на своих стеночках с этими хэштегами. Благодарю за внимание. Пока-пока.